В один из прохладных осенних дней, когда океанское побережье окутала легкая дымка, наш герой, заядлый ныряльщик и исследователь, решил отправиться на свою любимую подводную охоту. Он провел множество часов в плавании среди коралловых рифов и старых корабельных обломков, которые укрывали в себе немало загадок. Но в тот день ему повезло, как никогда раньше. Глубоко под водой, среди песчаных отмелей, блеснул нечто необычное. Предмет, сверкающий, будто он был сделан из металла, который не поддавался времени и коррозии. Предмет выглядел как массивный, искусно украшенный сундук, частично погребенный в песке. Несмотря на его вес и объем, мужчина, не теряя энтузиазма, приложил все усилия, чтобы поднять находку на поверхность. Сложности его не пугали. Напротив, они лишь подпитывали его жажду к открытию. Он чувствовал, как его сердце билось быстрее с каждым мгновением, ведь ему казалось, что он на пороге чего-то грандиозного. Когда, наконец, сундук оказался на берегу, окруженный морской пеной и дюнами, ныряльщик понял, что стоило потратить столько сил. Резные узоры на его боках напоминали древние символы, которые не раз видел в книгах о забытых цивилизациях. Время словно остановилось. Он слегка дрожащей рукой тронул крышку, чувствуя, как она поддается усилию. Но открытие тайны только начиналось. Потянувшись за инструментами, чтобы аккуратно вскрыть замок, герой предвкушал, что находится внутри. Было ясно одно. Это не просто сокровище, а нечто более таинственное и древнее, чем он мог себе представить. Но что же именно хранилось в этом древнем артефакте? Распаковка. Сокровище или ловушка. С нетерпением и осторожностью наш герой наклонился над сундуком, внимательно рассматривая замысловатый замок. Он был выполнен в стиле древних мастеров со сложными механизмами и узорами, которые словно предупреждали о своем предназначении. Солнце еще не успело подняться высоко, и его лучи создавали причудливые тени, играя на поверхности сундука. Мужчина достал маленькую, но надежную отмычку и, затаив дыхание, приступил к работе. После нескольких минут напряженной работы замок поддался, и крышка сундука с легким скрипом открылась. Пыль и морской воздух быстро заполнили пространство внутри, обнажая содержимое. Первое, что бросилось в глаза, это карта, на которой были изображены загадочные локации и символы. Однако это была лишь часть сокровищницы. Под картой лежала древняя рукопись, аккуратно свернутая и перевязанная тонкой кожаной лентой. Бумага, казалось, была невероятно ветхой, но надписи на ней выглядели удивительно четкими. Мужчина осторожно развернул ее, увидев странные символы вместо привычных букв и слов. Его сердце забилось быстрее, но он знал, что должен быть осторожен. Перед ним могла быть как невероятная находка, так и тщательно замаскированная ловушка. Он быстро завернул карты и рукопись обратно и погрузился в раздумья о том, куда его приведет это открытие. Предстоящие поиски и исследования обещали быть не менее захватывающими, чем само открытие. Хоть на горизонте и начинали сгущаться тучи, в его душе разгорался огонь приключений. Теперь ему предстояло разобраться, что скрывает эта карта и какие тайны хранят эти забытые страницы. Но прежде чем приступить к расшифровке, ему нужно было найти специалиста, который поможет разгадать тайну древнего языка. Забытые страницы прошлого. С сокровищами в руках мужчина стремительно направился в ближайшую деревушку, где надеялся встретить кого-то, кто смог бы пролить свет на эти загадочные письмена. Он тщательно упаковал рукопись и карту, стремясь сохранить их от дождя и ветра. В деревушке, полной старинных зданий и уютных улочек, он вскоре наткнулся на маленький магазинчик книг. Его владелец, пожилой человек по имени Эдгар, сразу привлек внимание тем, что, как оказалось, обладал немалым багажом знаний о древностях. Эдгар, узнав о находке, с заметным воодушевлением поднял свои круглые очки и вчитался в текст. Он был поражен. Язык, который использовался в рукописи, принадлежал малоизвестной цивилизации, существовавшей тысячелетия назад. Такие тексты были редкие и ценны. С небольшой библиотекой и старинными фолиантами у себя в лавке Эдгар принялся искать ключ к разгадке. Вскоре выяснилось, что некоторые символы перекликались с известными ему знаками, используемыми на священных реликвиях, которые могли указывать на расположение древнего храма. Однако даже для Эдгара разгадка была делом не из легких. Текст содержал множество загадочных элементов. Находка вскоре привлекла внимание местных историков, и к их компании присоединился молодой ученый, который специализировался на изучении древних языков. Пока они работали вместе, наш герой все больше понимал, насколько уникальными были его находки. Однако с каждым новым символом возникали и новые вопросы. Что за тайна скрывается в этой рукописи? Впереди его ждали удивительные открытия и новые знакомства, которые могли изменить ход их исканий. Интрига становилась все сильнее, и мужчина знал, что впереди у него еще много удивительных моментов, которые потребуют особой внимательности и настойчивости. Впереди его ждала карта, ведущая к неизведанному, которая, возможно, откроет еще больше загадок. Разгадка языка. Ключ к тайне.
Сокровища, найденные на дне океана, принесли неожиданное открытие, когда наш герой обратился за помощью к Эдгару, знатоку древностей. Лавка книг со своими пыльными полками и таинственными фолиантами стала отправной точкой для разгадки древнего языка. Пожилой Эдгар, взволнованный новостью, внимательно изучил рукопись. Его глаза загорелись, когда он узнал редкий язык, который редко встречается даже в самых древних рукописях. Вскоре к ним присоединился молодой ученый, способный понять языковые нюансы. Совместными усилиями они искали ключи к пониманию текста, перелистывая страницы старинных фолиантов и сопоставляя символы с известными им знаками. Это была нелегкая задача, ведь язык содержал массу неизвестных элементов. Каждый найденный символ вызывал новые вопросы, и разгадка языка становилась все более увлекательной и сложной. В процессе работы выяснилось, что символы связаны с реликвиями древних времен, которые могли указывать на местонахождение забытого храма. Пока трое мужчин погружались в тайны древнего языка, наш герой осознавал, что найденные артефакты могли содержать важную историческую информацию, способную изменить их представление о прошлом. Вечера, проведенные за изучением, постоянно приносили новые открытия. В их руках оказались ключи к разгадке, но впереди все еще было загадочное путешествие. Карта, ведущая к неизведанному, манила их, обещая раскрыть еще больше тайн, которые могли изменить историю. С каждым шагом они приближались к разгадке великой тайны, но впереди их ждали еще более захватывающие открытия и испытания. Карта, ведущая к неизведанному. Пока команда продолжала разгадку таинственного языка, наш герой не переставал размышлять о карте, которая, казалось, скрывала более глубокие тайны. Нарисованные от руки линии пересекались столь хаотично, что было сложно определить, какие земли или воды они описывают. Но один символ особенно выделялся. Видимая только при определенном угле изображения звезда, окруженная кругами различных размеров. Это было ключевой точкой, которая явно указывала на что-то важное. Эдгар, заметив это, вспоминал о старых легендах, где говорилось о затерянном острове, который многие пытались отыскать на протяжении веков. Считалось, что этот остров скрывает несметные богатства и древние реликвии, которые способны изменить ход истории. Молодой ученый поделился своей мыслью о том, что карта могла быть не записанной людской рукой, а, возможно, являлась наследием давно исчезнувшей цивилизации. Вдохновленные этими мыслями, трое мужчин решили отправиться на поиски. Они тщательно подготовились, собрав все необходимое для опасного путешествия: навигационные приборы, запасы еды и воды, а также исследования прошлых экспедиций, которые уже пытались разгадать эту тайну. Герой, обрисовывая план на карте, вводил всех в трепетное ожидание новой экспедиции, постоянно возвращаясь к мысли, что судьба подталкивает их к великому открытию. Собравшиеся вместе, они отправились в путь, полный испытаний и загадок. Их ждало путешествие к неизведанному, где каждый шаг мог привести либо к долгожданной победе, либо к неизвестной опасности. Каждый день на море приближал их к точке на карте, а ожидания росли вместе с волнами. Карта, ведущая к неизведанному, оказалась не просто кусочком бумаги, она держала в себе ключ к многовековой тайне, и теперь его следовало отыскать. Первая загадка. Путешествие начинается. Отправившись в путь, команда столкнулась с первыми неизведанными загадками. Морское путешествие не обещало быть простым. Их корабль лавировал между рифами и мглистыми островами, скрытыми в ночной тишине. Каждый день приносил новые испытания, а карта с замысловатыми символами становилась для них путеводной звездой. Звезда на карте, выделяющаяся среди других символов, все больше привлекала внимание как магнит для их взглядов и мыслей. Наконец, они достигли точки на карте, где, по их наитию, должно было скрываться что-то значительное. Когда команда вышла на берег, перед ними открылся вид, который могло бы описать только воображение. Огромные руины, почти полностью поглощенные временем и растительностью. Каменные глыбы, покрытые мхом, рассказали о цивилизации, чьи фундаментальные знания, возможно, затерялись в веках. Раскинув лагерь, они принялись исследовать руины, где каждый шаг мог привести к открытию, которое рассеет вековые мифы. Первая загадка их нового путешествия открылась перед ними. В одной из стен они обнаружили дверь, скрытую среди камней. За ней открывалось глубокое прохладное пространство, усланное резными плитами и покрытое таинственными надписями, которые походили на картины из древней рукописи. Словно лабиринт, эта структура скрывала в себе больше, чем местные легенды. Каждый их шаг к внутренним помещениям давал им понять, что древние хозяева этого места оставили больше, чем просто архитектурные элементы. Символы на стенах, похожие на те, что они расшифровали раньше, вели их дальше вглубь в поисках ответов. Впереди их ждали открытия, которые могли приоткрыть завесу над тайной, спрятанной столетиями. Теперь им оставалось лишь надеяться, что их усилия не окажутся напрасными. Привидения из прошлого. Неожиданные препятствия
Продвигаясь вглубь острова, герои начали ощущать странную атмосферу, словно время начало играть с их восприятием. Они обнаружили, что каждый их шаг сопровождался странными звуками, эхом, словно из прошлого. На фоне шепота, ветра и шороха листьев явно слышались неясные голоса, пробирающиеся сквозь густые джунгли. Казалось, что окружавший их мир ожил, и это заставляло команду двигаться все быстрее и осторожнее. По пути они наткнулись на каменные статуи, покрытые символами, которые действовали на них завораживающе и одновременно вызывающе. Казалось, что глаза статуй наблюдают за каждым движением, следя за их прогрессом. Это было пугающе и интригующе одновременно, но сомнений не оставалось, они были на правильном пути. Эти статуи явно маркировали зону, где когда-то происходили важные события древней цивилизации и могли содержать подсказки для дальнейшего движения. Продолжая путь, они обнаружили узкий проход, ведущий в таинственное помещение под землей. Внутри царила гробовая тишина, нарушаемая лишь их шагами. На стенах они нашли выбитые письмена и изображения, которые, как показалось, рассказывали историю о великом событии, произошедшем много лет назад. Среди рисунков выделялись сцены с битвами и загадочные фигуры, охранявшие что-то важное. Это место явно имело историческую ценность, способную пролить свет на тайны прошлого. Когда они углубились в помещение, им стало понятно, что это не просто часть руин, а, возможно, храм или святилище, где проводились ритуалы. На полу перед ними виднелось изображение, почти исчезнувшее от времени, но еще различимое. Это был ключевой элемент их поисков, связывающий карту и рукопись. В этот момент каждое нервное ощущение усиливалось. Они поняли, что находятся на пороге открытия, способного изменить их жизнь. Но что же ждет их дальше? Древние символы, предупреждение или руководство. Продвигаясь по мрачному проходу, команда наткнулась на тщательно высеченный в камне алтарь. Рядом с ним красовались древние символы, случайно или намеренно образуя круг. Эти знаки ни разу не встречались в их предыдущих исследованиях. Задумавшись о символике, они вскоре заметили, что алтарь имел скрытую нишу, которая могла содержать подсказку к их загадке. Стены помещения, испещренные причудливыми символами, словно оживали в свете факелов, отбрасывая жуткие тени. Каждая находка таила в себе новое предупреждение или, возможно, руководство. Казалось, что эти символы держат ключ к двери, ведущей к чему-то более значительному. Мужчины тщательно начали изучать их, сравнивая с теми, что были на карте и рукописи. Вскоре они наткнулись на изображение, напоминающее звездное скопление, которое они уже видели в рисунках, и сложили фрагменты головоломки. Эдгар, заметив нечто знакомое, указал на элемент, символизирующий древнее пророчество, и предположил, что надписи могут сообщать о неком испытании или обряде, который нужно провести. Внимательно изучая каждый знак, команда начала понимать, что они стоят перед сложным решением — пройти испытание или остаться в неведении, возможно, упустив шанс разгадать тайну. С каждым шагом в изучении символов они ближе приближались к истине. Неизвестные знаки становились частью их приключений, помогая и одновременно вводя в заблуждение. Но теперь они знали, что, возможно, ключ к разгадке уже у них в руках, скрытый в незаметных элементах, незамеченных на первый взгляд. Что же приготовила для них судьба на следующем этапе? Последний шаг. Неизвестное на горизонте. На горизонте, где океан сливался с небом, последняя загадка ждала своих разгадчиков. Команда, продвигаясь все глубже в сердце древнего комплекса, ощутила нарастающее напряжение. Старые каменные стены скрывали секреты, которым надлежало вот-вот раскрыться. Они вышли на площадку, куда вела извилистая тропа, и увидели перед собой огромные двери, покрытые пылью веков и таинственными узорами, знакомыми по карте. Это были те самые двери, которые они искали на протяжении всего пути. Собрав все свое мужество, они подошли ближе и, тщательно изучив механизм замка, приступили к его открытию. Тихий скрип раздался, когда они наконец смогли сдвинуть двери, за которыми показалось великолепие древнего зала, скрытого от глаз современности. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь трещины в стенах, освещали безупречно сохранившиеся артефакты, указывая на эпоху, когда этот зал был в самом расцвете. В центре зала находился огромный фолиант, массивные страницы которого были покрыты древними текстами и символами. Это был ключевой элемент их поисков, который связывал всю картину воедино. Каждый шаг внутри зала сопровождался эхо, а каждое прикосновение вызывало дрожь по спине от осознания важности момента. Команда, затаив дыхание, приступила к изучению фолианта, погружаясь в текст, который, возможно, мог изменить их понимание истории навсегда. Однако одним лишь открытием фолианта их приключение не заканчивалось. Неожиданно в воздухе послышался шепот, который разом наполнил зал. Это была вибрация, исходящая от стен, словно древние духи приветствовали пришельцев. Герои, осознавая, что они только на пороге великих открытий, понимали, каждая страница этого
фолианта могла открыть им новые горизонты. Теперь они стояли перед выбором — вернуться и рассказать миру о находке или отправиться дальше, исследовать глубже. Вдали за горизонтом манили новые загадки, и главный вопрос оставался открытым. Что именно они нашли? Разгадку вековой тайны или начало новой истории? Разгадка вековой тайны или начало новой истории? Эхо от шагов в величественном зале, где тексты древних мастеров оживали на страницах фолианта, успокаивалось, оставляя только тишину, нарушаемую трепетом факелов. Строки на страницах, исцарапанные временем, начали складываться во что-то более значительное, чем просто набор слов. Символы, которые они видели и ранее, вдруг приобрели ясность, как будто скрытая головоломка наконец-то начала давать свои плоды. Команда, дрожа от волнения, продолжала погружаться в текст, открывая страницы за страницей. Каждое прочитанное слово приводило их к новому осознанию. Оказалось, что фолиант был не только частью загадочного наследия, но и дневником давно исчезнувшей цивилизации, которая однажды процветала здесь. Записи, которые оказалось возможно расшифровать, рассказывали о великих открытиях, завоеваниях, а также о знании, превышающем современные концепции. Такие открытия не только расширяли горизонты, но и заставляли задуматься о том, что еще могло быть скрыто в этом затерянном мире. По мере того, как они углублялись в содержание, комнату наполнил легкий ветерок, словно невидимое дуновение прошлого. Время, казалось, сжалось до единого момента, когда перед ними раскрывалась история, затерянная в тысячелетиях. Стоя перед такой мощной информацией, команда понимала, что их путешествие только начинается. Загадочные символы, ранее казавшиеся непостижимыми, теперь открывали путь к новым открытиям и исследованиям. В заключение они поняли, что это был лишь первый шаг к величайшим открытиям. Древний фолиант, как и карта, привели их к закрытой двери, за которой скрываются новые знания и секреты. Открытие стало не просто разгадкой, а началом новой истории, возможно, значительно более значимой, чем они могли себе представить. Теперь впереди открывается совершенно новый горизонт, полный неожиданных открытий и загадок, которые они должны были решить. И уже в их руках было будущее как инициативных исследователей, которые не останавливаются на достигнутом.